Друзья, добро пожаловать на канал Фактограф. Сегодня мы поговорим о любви, которая порой принимает самые неожиданные формы. В этом видео мы расскажем вам о парах, которые нарушили все привычные нормы и стереотипы, выбирая для себя необычные пути к счастью. От браков с зданиями и деревьями до союзов с роботами, виртуальными персонажами и даже с духами. В это сложно поверить, но такие истории любви существуют на самом деле. Мы расскажем вам, что подталкивает людей выбирать себе столь необычных спутников жизни и что их связывает вместе. Эти истории заставят вас удивиться, улыбнуться и, возможно, даже задуматься о том, что любовь действительно не знает границ. Готовы? Но перед тем, как окунуться в мир самых странных браков, не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь поехали! Джин Дзядзя. Многим людям трудно найти свою любовь, поэтому некоторые даже стали думать о том, чтобы создать свою вторую половинку самим. Так случилось с китайским инженером 31-летним Дженом Дзядзя. Масло в огонь подлили и родители Джена, когда решили, что ему пора жениться, и заставили мужчину искать себе жену. Жену он не нашел, зато собрал женщину-робота. Назвал ее Инь-Ин и в 2017 году женился на ней. Родные и друзья инженера были на свадьбе. Союз не признали официально, но мужчину этот факт не волновал. Невеста инженера знала всего лишь несколько слов, была способна распознавать изображения и различать китайские иероглифы. Однако нет предела совершенству. Джен будет дальше улучшать жену так, чтобы она могла разговаривать, помогать по хозяйству и передвигаться по дому самостоятельно. Эйя Риита Берлинер Мауэр. В 1979 году уроженка Швеции Эйя Риита выбрала себе в спутнике жизни Берлинскую стену и стала Эйя Риита Берлинер Мауэр. Женщина рассказывала, как еще ребенком она увидела по телевизору Берлинскую стену и сразу же стала испытывать к ней теплые чувства. Всю жизнь Эйя Риита копила деньги, чтобы ездить в Германию к объекту своей любви, собирала ее фотографии. Много раз она бывала возле этой стены, пока не вышла за нее замуж. Должно быть, в этом счастливом браке девушка чувствовала себя как за каменной стеной. Однако в 1989 году женщина стала вдовой, так как стена была разрушена. Это повергло ее в шок. Она долго оплакивала свою потерю и больше ни разу не ездила в Берлин. Тем не менее, Эйя Риита Берлинер Мауэр вошла в историю и стала одной из первых людей, заговоривших о любви к неодушевленным предметам. Вавилония Айвас. Когда замуж хочется, а претендентов на руку и сердце нет, берите пример с Вавилонии Айвас. Жительница американского города Сиэтл вышла замуж за здание склада. Много лет Вавилония испытывала чувства к стареющему сооружению. Когда были назначены работы по его демонтажу, она решилась на брак. Основной целью этого союза было сохранить данное общественное пространство, поэтому как могли, так и привлекали внимание. В январе 2012 года женщина обвенчалась со своей 102-летней женой на церемонии, которая состоялась незадолго до запланированной кончины пожилой невесты. Да, Айвас подчеркнула, что это однополый брак. По-видимому, склад был женский. Церемония бракосочетания прошла по всем правилам. Вавилония надела белое свадебное платье и поцеловала свою возлюбленную на глазах у толпы гостей. Все выглядело комично. Да и Вавилония стала вдовой, ведь полуразвалившийся склад все же снесли. Джоди Роуз. Художница из Австралии по имени Джоди Роуз вышла замуж. За нее можно было бы только порадоваться, если бы не одно «но». Она вышла замуж за старинный каменный мост, построенный еще в XIV веке на юге Франции. Джоди Роуз познакомилась с Ле Понт ду Диабле или мостом дьявола во время ее путешествий по различным мостам по всему миру. Она работала над проектом «Поющие мосты», где записывала вибрации кабелей на мостах и использовала их для создания музыки. 17 июня 2013 года в присутствии 14 гостей и местного мэра состоялась свадьба. К мосту дьявола прикрепили изготовленное на заказ гигантское кольцо, чтобы обозначить его брак с Джоди. Конечно же, брак с мостом не признан юридически французскими властями, но женщина регулярно возвращается во Францию, чтобы повидаться со своим возлюбленным. Роза говорит, что любит своего мужа за то, что он помогает ей почувствовать связь с землей и предоставляет ей безопасное место для отдыха. Аманда Ларштик.
В Ирландии мать 5 детей вышла замуж за 300-летнее привидение пирата по имени Джек, так как устала от отношений с реальными мужчинами. И что, так можно было? Аманда, которая ранее работала двойником героя фильмов из серии «Пираты Карибского моря» капитана Джека Воробья, на детских праздниках познакомилась со своим суженым в 2014 году. Она уверяла, что почувствовала присутствие некой энергии, которой оказался дух Джека Тига, гаитянского пирата, казненного в 18 столетии. По словам ирландки, прежде чем пожениться, они встречались более 2 лет. Свадьба состоялась в июле 2016 года на яхте в нейтральных водах, так как в Ирландии женщине отказали в заключении брака. На свадьбе присутствовал медиум, чтобы позволить Джеку принести клятву. Но спустя 2 года Аманда с прискорбием объявила о своем разводе. Причиной разрыва с супругом она не поделилась. Линда Дюшарм. Американка Линда Дюшарм из штата Флорида тоже решила изменить свое семейное положение и сочеталась браком с Брюсом. Нет, не с живым мужчиной, а со своим излюбленным аттракционом парка развлечений. Линда Дюшарм впервые познакомилась с колесом обозрения по имени Брюс в 1982 году. До этого она испытывала влечение к самолету и поезду, но с Брюсом она обрела настоящую любовь. Но в 1986 году произошла трагедия. Буря вывела аттракцион из строя, вынудив их расстаться. Дюшарм воссоединилась с Брюсом 25 лет спустя, когда аттракцион нашелся на свалке металлолома. Они поженились в 2012 году. Церемонию бракосочетания показали по местному телевидению. Кроме того, Дюшарм рассказала о своей любовной связи с колесом обозрения в телепередаче, посвященной анимизму. Трейси Эмин. Мужчины в наше время пошли не те, решила британская художница Трейси Эмин. И вышла замуж за булыжник. Да, женщина вышла замуж за большой древний камень. Свадьба состоялась летом 2015 года на юге Франции, в саду возле ее дома. Вместо подвенечного платья Эмин надела погребальный саван отца. Идея обручиться с булыжником пришла женщине в голову после прочтения переписки Иоанна Павла II с польским философом Анной Терезой Тыменецкой. Письма замужней женщины и религиозного лидера показали ей другой взгляд на отношения, более комплексный и глубокий. Эмин задумалась о платонической любви, которая выходит далеко за рамки телесной. По словам художницы, свадьба с каменем имеет для нее символическое значение. Она больше не одинока. В принципе, логично, камень никуда не денется и всегда будет ее ждать. Ричард Торрес. Как поднять любовь к природе на новый уровень? Можно, например, жениться на дереве, как сделал перуанский актер и защитник природы Ричард Торрес. В 2013 году мужчина взял себе в жены дерево в одном из общественных парков Буэнос-Айреса, столицы Аргентины. Церемонию посетило несколько десятков гостей, а также родные и близкие жениха. Торрес был одет в белый смокинг и бирюзовую шляпу. Он произнес клятву, подарил невесте букет и поцеловал ее в кору. Какая романтика! А если серьезно, то перуанский активист начал жениться на деревьях, чтобы привлечь внимание людей к вопросам защиты окружающей среды. Да, это был не последний его брак. В 2016 году Торрес женился на кипарисе Эль-Туле в Мексике, одном из самых старых и широких деревьев в мире. Также подобные торжества актер организовал в Перу, Колумбии, Чили, Гватемале, Боливии и на Кубе. По словам Торреса, он дальше планирует устраивать по 5 деревянных свадеб в год в разных странах мира. Сал 9000. В 2009 году житель Токио стал первым человеком в мире, женившимся на игровом персонаже. Мужчина под псевдонимом Сал 9000 познакомился с персонажем Нене Анигасаки во время игры в симулятор свиданий Love+. Цель игры – построить отношения. Игроки должны ухаживать за виртуальными женщинами, покупая подарки и приглашая их на свидание. И персонажи, в свою очередь, реагируют на действия игроков. После того, как 25-летний парень встречался с Нене практически 3 месяца, он решил жениться на ней. Нет, это не аватар Сэла женился на Нене, а его реальное «я», которое поклялось любить виртуальную жену, пока смерть не разлучит их. Жених нарядился в белый смокинг. Церемонию бракосочетания в режиме онлайн смотрели друзья и другие интернет-пользователи.
Сал 9000 уверяет, что виртуальная остроумная красавица привлекла его тем, что она никогда не спорит и всегда является по первому зову. Ну, просто идеал. Сейчас супруги живут счастливо. В виртуальном мире, разумеется. Кэрол Санта-Фе. В 2015 году 45-летняя жительница Калифорнии Кэрол Санта-Фе вышла замуж за железнодорожную станцию в своем родном городе Сан-Диего. Кэрол даже взяла такую же фамилию, как и у любимого – Санта-Фе. Женщина говорит, что не считает себя сумасшедшей. По ее словам, она влюблена в строение с 9 лет и взяла в мужья станцию Санта-Фе после 36 лет платонической любви. Более того, Кэрол утверждает, что даже занимается со станцией интимом. Правда, мысленно. Этот странный союз официально не зарегистрирован. Но это не мешает женщине считать железнодорожную станцию официальным супругом. Каждый день Кэрол проделывает путь в 45 минут на автобусе, чтобы побыть наедине со своим любимым зданием. Она здоровается со станцией и общается с ней, когда никто не видит, чтобы люди не подумали, что она сумасшедшая. А когда женщина приходит в любимое место на платформе, то иногда даже целует свою вторую половинку. Лорен Аткинс. Лорен Аткинс была одной из многочисленных фанаток «Сумерек», по уши влюбленной в сердцееда-вампира Эдварда Каллена. Однажды в магазине она наткнулась на картонного Каллена и, не моргнув глазом, купила его. Постепенно Эдвард стал другом девушки и даже сопровождал ее на прогулках. В 2014 году 24-летняя Аткинс решилась на новый этап отношений и отправилась к алтарю вместе с картонной копией сумеречного вампира. Свадьба состоялась в Лас-Вегасе в свадебной часовне «Вива Лас-Вегас». 50 гостей стали свидетелями бракосочетания счастливой невесты и двумерного изображения Эдварда Каллена. У пары даже был медовый месяц. В свадебное путешествие молодожены отправились в Лос-Анджелес, где поднялись вместе на знак Голливуда. Аткинс чувствует себя счастливой с картонным мужем и уверяет, что проведет со своим возлюбленным всю оставшуюся жизнь. Ну что же, каждый имеет право на свое счастье, независимо от общественного мнения. Если людям хорошо, пускай даже со столь необычными вторыми половинками, то нам остается только порадоваться за них. Друзья, спасибо, что досмотрели наше видео до конца. И не забудьте поделиться в комментариях, какой союз, по вашему мнению, является самым странным.